Всем доброго раннего утра. Кто меня слышит, кто не слышит, утром услышит, потому что я под утро провожу прямой эфир еще и на том канале, где, собственно говоря, меньше подписчиков, и люди еще не знают о том, что опять на недельку мы переходим на этот канал, поскольку, как я уже сказала, из-за жалоб на время как бы закрывают канал, точнее, не дают просто права загрузить ничего, пока будут рассматривать эту жалобу. Рассматривают, и, как правило, уже не первый, не второй, не третий раз YouTube не считает, что там есть какие-то запретные вещи, возвращает обратно канал, и мы пользуемся вновь. Поскольку мы люди сильные, поскольку мы знаем, что за успех надо платить, мы спокойно это все воспринимаем и живем дальше. И тем более, что люди, которым я очень благодарна, все мои ритуалы, все мои беседы, все мои лекции, в общем, все мои ролики у себя перезагружают для того, чтобы они как раз для таких случаев, чтобы если что случится с каналом, то весь архив сохранен. Ну, напомню еще раз слова моей любимой Софи Лорен. Популярность – это очень приятная вещь несколько месяцев и мучение на всю жизнь. Поэтому начали, значит, будем за это бороться. Вот только так. Всем доброй ночи, да, и спасибо тем, кто на канале загрузил, написал о том, что на время канал как бы заморожен, так правильно будет, да, и поэтому попросили всех перейти на этот канал на время. Дорогие друзья, я уже рассказывала, показывала, но так смотрю, людям лень или листать, или времени нет, или не знаю уже, чего у них там нету. И постоянно приходится повторять и показывать названия ритуалов, где их найти, каким образом и вообще. Как изменить свою судьбу. Теми работами, которые я даю, можно изменить свою судьбу, если сделать все правильно по очередности. Если у вас даже есть что-то страшное, это отодвинется, это на время отсрочится до того момента, пока вы не найдете или средства, или мастера, который вам поможет из этой ситуации вылезти. Поэтому, собственно говоря, начнем. Итак, давайте начнем с первой книги, которая недавно вышла, но она уже заканчивается, по новой ее будем издавать. Значит, самое первое издание. Сейчас. Доброе утро, доброе. Не спите, да, никто? Перевозбудились мы сегодня все. Красивой картинкой. Красивой девушки в красной помаде. Бывает, бывает. Ничего страшного. Так. Вот эта книга больше не будет выпускаться. Все, она закончена. То есть такого формата книги больше выпускаться не будет. Но все, что здесь есть, все это осталось, и все это мы переиздали в другой книге. Вот в этой. Назвали одинаково. Изображение фортуны, которое всему живому. Рубинс, по-моему, если я не ошибаюсь, если честно. Не помню сейчас. Скорее всего, Рубинс. И его типаж женщин, просто таких пухленьких. Всему живому она отдает свою милость, собственно говоря.
вот в этом формате вот эта книга. Она сейчас есть в наличии. Ну, мы сейчас стараемся, мы уже нашли нормальную типографию, которая нормально работает и вовремя выдает, поэтому мы все время переиздаем. Вот мы там, скажем, заказали 500 книг, заказали 1000, смотря какая книга, да, как нуждается народ, в какой книге. Она буквально за недели-две уже уходит. Но в это время мы пока издаем еще другие, теперь мы еще и новые начали, поэтому все в делах, в работах, некогда скучать. Итак, дорогие друзья, вот еще раз, может, да, это моя родовая печать, печать моего рода и, собственно говоря, мои инициалы. Здесь есть лекции. Кстати, я хочу вас спросить, как вы относитесь к тому, если я издам отдельно свои лекции, потому что у меня еще очень много лекций, которые на каналах есть и которые требуют издания. Между прочим, хочу сказать. Это часть богатства. Вот, значит, это нужные ритуалы. Вот я так приближаю. Вы можете найти на моем основном канале. Спасибо. Значит, будем издавать на моем основном канале «Помоги себе сам» или «Как помочь себе». Не помню сейчас, как называется. Я там тоже собрала все ритуалы, которые нужны. Собственно говоря, это раз. Еще раз показываю. Значит, заодно и увидите, как они выглядят. Здесь немножко облагоражено все это получше. И красивее, и без ошибок, естественно. Так. Это первое. Второе. Для практиков тоже покажу, потому что практикам тоже нужны. Вот это сейчас издается, переиздается в новом формате. Вторая. То есть вот эта самая книга, потому что их больше не будет нигде. Если где встретите, скажите, потому что во многих интернет-магазинах их продавали. Ой, кошмар, 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 ужас. Это просто... И это просто хоть в лес беги. Тут у тебя ворует, там ворует, здесь ворует. Там что-то пытается облаять тебя, здесь пытается что-то еще. Ну, в общем, весело, однако, скучать не приходится. Да. Дальше. Это для практиков. Замечательные работы и очень сильные. Вот особенно разбить замки, чистка людей, это очень сильно. Это для практиков, дорогие друзья, еще раз повторяюсь. Приумножить силу, это очень хорошая вещь. Кукла соратник и защитник. Между прочим, обнови жизнь Кали, это тоже. Давно я практикам не давала стоящие работы, скоро дам. В скором времени отправлю. Вот черный отец, белая матерь. Отличная работа. Здесь с первого лица, естественно, как бы называется человек. То есть он проводит ритуал, называя там «сделайте мне», «дайте мне» и так далее. Ну, потом применит, естественно, к человеку, который приходит за помощью. Так, изначально так издано, такая задумка, как самочистка. Следующий у нас тайная власть. Власть над болезнью. Здесь в основном оздоравливающие ритуалы. Но, дорогие друзья, здесь не только говорится о том, что практик может для себя провести. Это говорится о том, что он может для других людей провести, да. Шестисвечная полная чистка человека, вот. Спасение от рака, вот этот ритуал я дала. Несколько есть ритуалов, вот этот ритуал особенно сильный я подарила практикам, которые уверены в себе, не каждому это можно. Не меньше должно быть практики лет 10-15, чтобы на такое решиться, понимаете? Иначе возьмешь на себя и до свидания. Выиграть суд и так далее, и так далее.
Власть над денежной силой. Африканский ритуал на богатую жизнь. Отличная работа, между прочим. Вообще отличная работа. Вот это вот. Да все они сильные. Просто вызов черницы для удачи. К фаготу. Вот дальше. Значит, убрать денежные блоки. Удача колдуна. Отличная работа. И погребальный костер для врага. Это убрать препятствия к деньгам. Далее, власть над духами. Это мольба и благодарность к духам. Власть над колдунами и людьми. Это сделать так, чтобы быть на первых рядах, собственно говоря. Пойдемте далее. Значит, книга черного кота. Хочу сказать, что эти ритуалы есть у меня на канале. 70% моих работ, они есть и на моем канале, и на моем сайте, и в моей группе ВКонтакте. Где, собственно, группу создали только для того, чтобы собрать воедино все работы там. Вот и все. Другой, скажем так, мысли не было. Книга черного кота, это здесь у нас в основном такие работы. Представляете, сколько здесь работ? Вообще, сколько работ вот в этих всех книгах. Это же все находится на сайтах, все. Конечно, как один мне сказал, грех не украсть. Тут такие работы, что, естественно, у них ни мозгов не хватит на это, ни ума, ни знания, ни ничего. Ой, здравствуйте. Меч Зульфикар, очень хорошая работа. Купол Погостной церкви. Это помощь, защита. Дальше вот ведьмина метла, там несколько этапов чистки, собственно говоря, что можно применить и для себя, и для практиков. Это практикующим, еще раз говорю. Там, где написано для практиков, вы не трогайте, дорогие друзья. Потому что у вас на это нет разрешения, и вы можете очень сильно наказаться. Чистки и восстановления, вот, жизнь или смерть, заговорить пьянство, замолк аспиду, карта смерти от недуга, тоже замечательные вещи. Очень быстро работаю. Вообще мои работы, они нацелены, чтобы быстрее дать результат. Вот к царице Иродиаде, кстати, карта дьявола на деньги. Нормально. Порчи, наказания здесь. Это все для практиков. Книга черного кота. Вот она. Вот эта книга, она закрыта, в принципе. Информации о ней очень мало известна. Поэтому это именно для практиков. Многие спрашивают, почему нет раскрещивания на канале. Дорогие друзья, я не хочу такие серьезные обряды прям открыто вам показывать. И объясню, по какой причине. Причина в том, что к таким вещам нужно подходить очень ответственно. Если она будет открыта, любой, которому вот прямо сейчас нужно что-то там, деньги или удача, возьмет, сделает, не думая о том, что потом ты уже не имеешь доступа в христианский эгрегор, да даже в исламский эгрегор, понимаете? И для того, чтобы человек, прежде чем это сделать, очень хорошо подумал, поискал, нашел, и за это время тоже подумал, оно не в общем доступе. Оно есть только в книге Белого кота и в моей группе ВКонтакте. Все. Это 30 сильных порч и 30 снятия этих порч. Очень сильные работы, очень опасные работы. Будьте осторожны. Поэтому вообще, да, раскрещивание в белом коте. Не трогайте, кто не практикующий. Это мои глаза. Они вот такого цвета были до операции. Вот именно такие. Это моя фотография взята, сделана. Это не фотошоп. Это уже, да, убрали, потому что не нужно было там ставить. Это не фотошоп, это именно вот такие были у меня глаза. Один зеленый, другой просто карий. Это очень сложно для такой натуры, как я. Такое ощущение, как в клетке. Знаете, посадили
Есть. Есть такие работы. Как будто в клетку посадили, знаете, льва и ягненка. Вот такое было терзание, пока я, скажем так, не лишилась одного. И тогда в жизнь пришла стабильность. Как бы это ни страшно звучало, вот именно в это время в жизнь пришла стабильность. То есть одна из этих сил все-таки погасла навсегда. И вот эта грызня внутри моей души закончилась. Пришла стабильность. Итак, далее. Теперь перейдем к книгам для обычных людей. Значит, «Живи богато». Это старый формат. Сейчас он выпускается вот таким образом. Вот он. Чего, как понять? Еще раз. И разрешение в какие... Все, давайте вот эту херню больше не слушаем, не спрашиваем, как понять и как не понять. Вот так вот понять. Вам это не разрешено, вы не практик. Практики это понимают с самого малого возраста. Все, закончили. Закончили эту хрень. Я устала читать отовсюду. А как понять, у меня есть там какие-то навыки, способности, а как понять? Да вот так и пойми, что если тебе 50 лет, и ты одной ногой уже в могиле, и в это время не начинаются никакие знания, никакие способности. Они проявляются с малого-малого детства. Еще вот с такого возраста. Все. Вот этого формата больше не будет. Теперь будет вот этот формат. Он более яркий, такой немножко затемненный. Хотя это тоже красиво, но здесь немножко по-другому. Немножко, может, более благородный, что ли, сделанный. Значит, показываем. Вот эти ритуалы я близко показываю, которые вы можете набрать и найти на сайтах просто и проводить для себя и менять свою судьбу. Сначала надо делать чистки, потом нужно делать ритуалы на удачу, потом денежные, причем денежные ритуалы, имейте в виду, денежная сила очень капризная, ее все время надо обновлять. Недостаточно один раз сделать и все. Ее все время надо обновлять. Если вы хотите получать прибыль, вы должны просить и получать постоянно и всю жизнь. А потом ваша энергия настолько привыкнет, что уже особо и просить не нужно. Только захотите, они будут вам давать это все. Так, смотрим дальше. Можете приблизить как бы и искать. Наталья, вот эта вот хрень, пожалуйста, ко мне не применять. Это тинейджеры так делают эту ерунду. Видите, какое огромное количество здесь выдано. Румынский ритуал на деньги, сильный родник, спугнуть бедность. Вот это нормальные вообще вещи для того, чтобы начать что-то. Африканские страсти, африканская страсть, да, призыв женихов. Одним словом, это тут всего не перечислить, но это те ритуалы, те работы, которые, собственно, меняют жизнь людям. Семейный очаг еще пока второй, то есть второй уже был, уже закончился. Вот сейчас еще ждем те книги, а потом закажем снова семейный очаг, потому что его уже в наличии нет, он закончился. Ну, много постоянно просят люди, заказывают. В скором времени будет еще раз. Здесь все для семьи, некоторые ритуалы здесь новые, потому что физически не могу это все выложить. Так, это для практиков. Это один из моих любимых книг. Колдовство. Здесь теория, практика. И теория в основном. Магия жизни тоже завершилась, закончилась вот недавно, буквально еще раз
снова закажем в скором времени. Потому что мы еще и новые книги ждем. Еще скоро помощник. Вторая часть будет в скором времени. Вот в чем дело. Значит, клич фартов очень хороший. Купец богатей. На достаток в доме. Видите, сколько этих работ? Здравствуйте, Наталья. Вот, собственно говоря, приближайте и ищите в интернете. Это вам поможет во многом. Кто делает, кто не ленится. У нас наши книги ни в каких магазинах не существует. О книгах уже 500 раз сказано, миллион раз уже объяснено. Нажимайте на моем канале о канале, там есть номер Яны. Книгами занимается Яна. Так. Это армянская книга «Судьбы Вичак», которая открывает человеку нужную страницу, подсказывая, что у него в жизни происходит. Здесь все объяснено, дана инструкция, как работать с этой книгой, как попросить, как благодарить. В общем, все есть, дорогие друзья. Это все в армянском стиле, в старинном таком формате бумаги сделано. Задавать нужно вопрос, концентрироваться и открыть. И она вам просто четко, ясно скажет, что у вас происходит, что в вашей жизни происходит и так далее, и как принять меры. Для того, чтобы вы каждый раз не спрашивали у меня, что, как, чего, можно спросить у нее. И она вам четко и точно скажет все, что в вашей жизни происходит на самом деле. Потому что уже не первый человек, который писал и говорил о том, что просто его удивляли настолько четкие ответы этой книги. Так оно и есть, дорогие друзья. Потому что это все создано с любовью, создано с душой, создано для людей. И, естественно, она выполняет все, что на нее возложили. А теперь я с вами прощаюсь, потому что мне сегодня нужно и отдохнуть. Усталость, а ее пока еще и нету, Дарья. И она закончилась, и она скоро выйдет снова. Я думаю, что ближе к декабрю выйдет только, потому что мы действительно не успеваем просто. Улетают эти книги. Вот сколько бы мы ни заказали, столько у нас их забирают за очень короткое время. Поэтому приходится все время делать заказ по новой. Пойду сегодня отдохну. Абсолютно не переживайте, не расстраивайтесь. Не о чем здесь переживать, потому что на самом деле все закономерно, все нормально. Чем сильнее и популярнее человек, чем больше он добивается успехов, тем больше на его пути препятствий, которые он уже привык преодолевать. И для него это, знаете, так, мелочи жизни, собственно говоря. Всем удачи, всем доброго утра. А я, как говорят, Наполеон пойдет отдыхать немного всего лишь. Потому что сил уже нету, честно говоря. Да, сейчас пойду, немного отдохну, пару часов. Потом мне еще дела. Я еще и учусь хорошо ездить, потому что в Москве ездить непросто и нелегко. Так что, знаете, дорогие друзья, я уже и не Наполеон, я уже, наверное, терминатор. Железный Арни. Супер Шварц. Короче говоря, не знаю, кто я. Сама уже какая-то смесь человека с роботом. Что-то в этом роде. И самое главное, я фанат просто. Фанат своей работы. Именно поэтому меня напрягает, когда не могу на канале загрузить, потому что хочется подарить людям вот сейчас. Я знаю, что как бы сказать, знаю, что здесь на канале еще не все в курсе, а значит, поздно узнают люди. Мне это на нервы действует только вот это, из-за того, что людям это надо, а я вот пока они узнают про этот канал, или я канал пока откроется, я загружу, пройдет время. Вот это меня напрягает, вот и все. Из-за людей, ради людей и для людей.
собственно говоря. Вся моя жизнь для людей и создана. Всем спокойной ночи, да, и всего хорошего. Встретимся завтра. Всего хорошего.